Мы часто слышим выражение «плохой кашель». Оно может относиться не только к сухому кашлю, но и другим видам, которые долго не проходят и указывают на определенные проблемы организма. Расскажем, как различать вид кашля и когда нужно насторожиться и срочно посетить врача. Чаще всего кашель сопровождает вирусные заболевания, грипп, простуду, ОРВИ. При правильном домашнем лечении и отсутствии других болезненных симптомов он проходит сам собой за неделю-две. Самые привычные и обыденные виды – это сухой и мокрый кашель. После них идут уже те, что вызваны совершенно иными проблемами. Сухой кашель в основном возникает в самом начале болезни, и если его не лечить, может перерасти в более серьезную стадию, потому что инфекция пойдет вглубже в дыхательные пути. Такой кашель носит приступообразный характер, он резко начинается, резко заканчивается и напоминает лай. В горле чувствуются жжение, раздражение, присутствие инородного тела, часто проявляется ночью. При сухом кашле главное уменьшить кашлевой рефлекс и добиться разжижения мокроты. Помимо специальных препаратов, очень полезны ингаляции, которые смягчат слизистую и заставят мокроту отходить. Также рекомендуется пить больше теплых жидкостей, особенно хороши чай или молоко с медом. Мокрый кашель. В этот вид превращается сухой кашель, если его правильно лечить. Мокрый кашель, он же влажный, еще называют продуктивным, потому что он приносит облегчение и виден результат кашлевого рефлекса. Этот кашель сопровождается насморком и ощущением, как будто в горле что-то застряло. Может проявиться сам по себе без стадии сухого кашля. В этом случае очень долго не проходит и часто приводит к сильному воспалению носоглотки. Если раздражение вызвано синуситом, заболеванием, связанным с острым воспалением носоглотки, то могут помочь антибиотики только по назначению врача. В случаях простуды – отхаркивающие препараты. Облегчить состояние можно также раствором соли. Капайте его в нос 3-4 раза в день, не забывая поворачивать голову. Так раствор попадет по назначению в носовые пазухи, а если вы откинете голову назад, потечет прямиком в желудок. Кислотный кашель. Громкий хриплый кашель, который сопровождается горьковатым привкусом во рту. В основном он появляется после поздних или ночных приемов пищи. Если вы поели и легли спать, кислота из желудка проникает в пищевод, поднимается к горлу и раздражает слизистую. Такой кашель может быть признаком того, что с вашим желудком не все в порядке. Заброс кислоты в пищевод называется кислотным рефлюксом. По статистике с ним сталкивается около 10% людей разных возрастов. Связан рефлюкс с расслаблением мышечного кольца, которое закрывает пищевод на стыке с желудком. При нормальной работе оно открывается только на вход, то есть когда вы едите. При кислотном рефлюксе оно не срабатывает и выпускает содержимое желудка обратно. При этом необходимо понижать кислотность желудка. Этого можно добиться приемом специальных препаратов или диетой. Людям, которые страдают изжогой, стоит отказаться от больших порций жирной пищи и поздних ужинов, быть аккуратнее с кофе. Особо тяжелые случаи рефлюкса могут потребовать хирургического вмешательства. Кашель курильщика. Это частый беспричинный кашель, который сопровождается одышкой и иногда примесями крови. Также может сопровождаться болями в груди во время дыхания, болями в плечах и потерей веса. Такой кашель, как правило, указывает врачам на наличие инфекции в легких. Часто встречается у курильщиков с большим стажем. При этом необходимо соблюдать рекомендации врача, возможно, потребуется госпитализация. Подобные инфекции лечатся антибиотиками и различными процедурами. Кашель горожан. Постоянный, но не частый. Сопровождается небольшим отделением мокроты, как правило, более интенсивный с утра. Другие признаки – свисты и ощущение сдавленности в груди, затрудненное дыхание, особенно в положении сидя. Усиливается в холодные поры года, зимой и осенью. Может являться одной из разновидностей бронхита или эмфиземы. Общее название таких болезней – хроническое обструктивное заболевание легких. Они обычно поражают людей после 40, которые живут
в крупных городах с плохой экологией. Некоторые случаи Хоббл также связаны с курением. До 10% больных получают его по наследству. Избавиться от подобного вида кашля окончательно нельзя, зато его можно замедлить, не курить и оградить себя от пассивного курения, как можно больше заниматься спортом или научиться играть на духовых инструментах, чтобы увеличить объемы легких. Расширить дыхательные пути также помогают некоторые лекарства, физиотерапия, прогревание, сауны и бани. Астматический кашель. Громкий кашель с хрипами, сдавленностью в груди и затрудненным дыханием. Ухудшается ночью, когда вы в лежачем положении. Мокрота быстрее скапливается в дыхательных путях, может быть вызвана астмой. Около 10% страдающих от этой болезни даже не подозревают, что больны. Нам кажется, что астматик постоянно задыхается и тут же использует специальный баллончик. Это далеко не всегда так. Симптомами могут быть кашель и трудности с дыханием, которые вызывают любой, даже незначительный раздражитель – пыль, резкий запах или пыльца. Контакт с раздражителями заставляет мышцы, обрамляющие стенки дыхательных путей, сокращаться, из-за чего ток воздуха затрудняется, возникает воспаление и иногда отек. Лечение астмы обычно симптоматическое, то есть когда у вас возникают трудности с дыханием, вам может помочь специальный стероидный спрей, который расслабляет стенки дыхательных путей и облегчает дыхание. Хронический кашель сухой, очень сильный, но безболезненный, возникает редко, но может продолжаться до 10 минут. Его длительность может измеряться не только месяцами, но и годами. До 15% случаев хронического кашля даже не имеют никаких очевидных причин. Они вызваны не каким-то заболеванием, а повышенной чувствительностью органов дыхания самих по себе. Окончательно избавиться от повышенной чувствительности нельзя. На время забыть про кашель помогут обычные таблетки для горла с ментолом. Специализированные препараты вам поможет прописать только врач. Служба общественного здравоохранения Британии предупредила, что около 80 тысяч англичан могут быть больны раком легких, не зная об этом. Медики озвучили 4 симптома, которые вы не должны игнорировать, а сразу идти к специалисту. Это кашель, который длится более 3 недель. Вместе с мокротой выделяется кровь или слизь. Во время кашля болит плечо или область под лопаткой. Вы испытываете нехватку дыхания.